Россия требует ответа от НАТО. Официальный запрос Москвы после заявления генсека Альянса. Громкий раскол в Москве. Пресса массово пишет о скандале. Кто мог разозлить Путина и что пошло не так? Удар по Пентагону. Россия решила остудить пыл Запада. Госдума озвучила цели. Лукашенко обратился к украинцам. Слова извинения и призывы пересечь границу Беларуси. О чем речь и каков уровень доверия к Лукашенко в Украине? Резкий разворот. Азербайджан приводит армию к стандартам НАТО. Алиев встречает делегацию Альянса. Реакция РФ. Громкие решения. Первое в истории пожизненное для российского военного в Украине, а также решение суда с российской стороны. Удар в спину. Правительство уходит в отставку. Сорван украинский флаг. США положили глаз на редкоземельные ресурсы Казахстана и Узбекистана, а шведы впервые направляют военные силы так близко к границам РФ и Беларуси. Об этом и не только. Досмотрите. Всем привет, это «Время Прядко», коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Как всегда, жду ваших комментариев и ответов на мои вопросы. Пожалуйста, поддержите прямо сейчас лайком и поделитесь видео на своих страницах в соцсетях. Время начать. Громкие дела. Украина и Россия заявляют о судебных приговорах для участников российско-украинской войны. Генпрокуратура РФ отчиталась о том, что в Донецке отправили за решетку на 13 лет двух военных из Колумбии, которые воевали на стороне ВСУ. Статья «Участие наемника в вооруженном конфликте». В России утверждают, что мужчины воевали на Донецком направлении. В то же время украинский суд впервые приговорил российского военного к пожизненному заключению за убийство пленного в январе 2024 года. Боец штурмового подразделения «Шторм-В» Дмитрий Курашов признал вину, рассчитывая на скорый обмен. В какие-то моменты он отрицал вину и говорил, что в преступлении виновен не он, однако трое российских военнопленных опровергли его слова и подтвердили, что выстрелил именно Курашов. Обжаловать решение суда он не будет, его все устраивает. Вот что сказал после оглашения приговора. А будете ли вы обжаловать решение суда? Да, ну это буду все устраивать, все. А уже другой суд Украины оправдал российского росгвардейца, подозреваемого в мародерстве в селе Блистовица Бучанского района. Его обвиняли в краже техники, личных вещей украинцев и дальнейшей отправке награбленного через Беларусь в Россию. Речь идет о событиях 22 года, когда войска РФ зашли в Украину с территории Беларуси. Бородянский районный суд признал, что россиянин действительно находился в этом районе и отправлял посылку из Мозыря, однако посчитал, что доказательств его вины в краже недостаточно. Лукашенко назвал войну в Украине бедой, которая пришла в дом нашего соседа. Это была цитата. И призвал украинцев переезжать в Беларусь. Заявления прозвучали во время открытия обновленного моста через реку Припять в Мозыре. Оттуда до Украины по прямой до 50 километров. Украина рядом, вы видите, что происходит. Как-то даже я, когда отклонил свою поездку в Мозырский район, думаю, ну на фоне войны в Украине как-то тут нам радоваться и президенту ехать, ясно, что это прозвучит. Но, думаю, простят меня украинцы, мы же ведь соединяем берега, в том числе и для них. Мы открыты, пожалуйста, проезжайте, украинцы. Мы с удовольствием вас примем, вашим семьям, вашим детишкам, обеспечим такую жизнь, как белорусам, в плане образования, здравоохранения. Многие приехали в Гомельскую область, работают. Мы готовы их принимать. Для нас, украинцы, это благо. Напомню, еще в 2019 году Лукашенко возглавлял рейтинг симпатий украинцев среди иностранных лидеров. Согласно данным опроса социологической группы «Рейтинг», 6 лет назад к Лукашенко позитивно относились 66% украинцев и лишь 15% отрицательно. Но этот рейтинг рухнул после событий 2022 года, когда военная техника РФ пошла с территории Беларуси. Уже в 2023 году, согласно данным социологической группы InfoSapiens, Лукашенко не доверяли 95% украинцев. Шведы готовятся к отправке своих войск в Латвию, граничащую с Белоруссией и Россией. Все в рамках миссии НАТО. На юге Швеции проходят интенсивные учения. Танки, бронемашины и дроны отрабатывают, как утверждается, далее цитата, «очень многое». Около 500 шведских военных отправятся в Латвию в январе 2026 года, чтобы присоединиться к силам НАТО на восточном фланге. Особое внимание уделяется защите от дронов. После вступления в НАТО в 2024 году Швеция впервые направляет свои войска так близко к российским и белорусским границам. Мы проводим крупные батальонные учения, основная цель которых — подготовиться к развертыванию в Латвии в следующем году. Мы отрабатываем множество элементов, чтобы привести батальон в полную готовность к миссии.
Тем временем Латвия в ближайшие месяцы разместит на своей восточной границе автономные системы перехвата неопознанных беспилотников. Литовские военные устроили тест-драйв дроном-перехватчиком. Дрон-перехватчик использует радиолокационные данные для обнаружения целей в воздухе. Он догоняет эти цели, и в этот момент оператору предлагается подтвердить перехват. После этого система автономно догоняет цель и взрывает боеголовку в непосредственной близости от нее или поражает ее кинетически. В НАТО при этом накануне заявили, что Альянсу нужна настоящая огневая мощь и передовые технологии. Кроме того, Рютте назвал Россию дестабилизирующей силой в Европе и мире. Но опасность, исходящая от России, не закончится, когда эта война завершится. В обозримом будущем Россия останется дестабилизирующей силой в Европе и мире. Китай, Северную Корею и Иран Рютте также упомянул, намекнув, что сотрудничество этих стран с Москвой говорит о том, что Россия не одинока в желании подорвать глобальные правила. Россия требует ответа от НАТО. В МИД РФ упрекнули Рютте, напомнив, что недавно прошел американо-китайский саммит, и Рютте почему-то не критиковал за это Трампа. Во-первых, о каких таких глобальных правилах идет речь? Просьба опубликовать на сайте НАТО их полный список. Пока же никто не знает, о каких правилах говорит Рютте. Во-вторых, Россия, как и Китай, а также мировое большинство всегда декларировали приверженность международному праву. Вот его-то НАТО неоднократно нарушало своими агрессивными действиями и нелегитимными коалициями, вторжением под ложными предлогами в Ирак, бомбардировками Югославии и так далее. Новый поворот. Армия Азербайджана приводится в соответствии со стандартами НАТО и активно перенимает опыт турецкой армии. Баку необходимо расширить отношения с Североатлантическим альянсом. Об этом заявил президент Ильхам Алиев во время визита делегации НАТО в его страну. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что мы достигли главной цели с момента обретения Азербайджаном своей независимости в начале прошлого века – освобождения наших земель от оккупации. Он отметил, что процесс модернизации азербайджанской армии будет продолжен. Глава государства выразил надежду, что визит делегации НАТО в нашу страну будет успешным. На сближение Азербайджана с НАТО уже отреагировали в России, назвав заявление Алиева запоздалым и уточнив, что Азербайджан уже давно строит свою оборонительную и политическую линию, независимо от интересов РФ. Практически у Азербайджана с Турцией общая армия и общее командование – военно-политический союз. Поэтому удивляться по поводу заявления о том, что Азербайджан переходит на натовский стандарт, совершенно не приходится. Послание Москвы. В Госдуме предложили охладить радиационный пыл Запада ударами по Пентагону, но не настоящему. Депутат Шеремет заявил, что Россия должна перестать играть в миротворца и ответить Западу демонстрацией силы. По его словам, учения с имитацией ядерных ударов по макетам одних из главных символов США, Великобритании и Франции остудит радиационный пыл противников Москвы. Заявление прозвучало на фоне недавних решений Путина, который говорил, что ответит зеркально, если США или другие участники договора о запрете ядерных испытаний возобновят тесты. Считаю, что Россия заигралась в миротворца в своих безрезультатных поисках компромисса с агрессивным Западом. Значит, ей давно пора выстроить бутафорский Пентагон, Биг Бен и Эйфелеву башню для проведения испытания путем нанесения ответного разрушительного удара ядерным оружием по великолепным целям. Она говорит всем до свидания. Нэнси Пелоси уходит из политики. 85-летняя первая женщина-спикер Палаты представителей США и один из самых узнаваемых политиков Вашингтона объявила, что больше не будет баллотироваться в Конгресс и завершит карьеру в 2027 году. В коротком видеообращении Пелоси поблагодарила избирателей Сан-Франциско и сказала, что с благодарностью завершает свой последний срок. Для американской политики это конец эпохи, почти 40 лет в Конгрессе, 20 избирательных кампаний и 2 периода на посту спикера. Пелоси оставила след в каждой политической битве последних десятилетий, от реформ Обамы и инициатив Байдена до открытого противостояния Дональду Трампу, когда она на глазах у всей страны разорвала текст его речи к нации. Рейтер пишет, что уход Пелоси происходит на фоне многолетнего недовольства молодых демократов тем, что старые политики цепляются за власть и недостаточно готовят будущих лидеров. Грандиозная встреча в Белом доме. Трамп собрал лидеров Центральной Азии. На разговор прилетели президенты Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Встреча состоялась в рамках формата C5+1, запущенного в 2015 году для сотрудничества США с регионами Центральной Азии. Главная цель Вашингтона – укрепить позиции в регионе, где традиционно доминировала Россия и все активнее действует Китай. Основная тема переговоров с Токаевым, Жапаровым, Рахмоном, Бердымухамедовым и Мирзиёевым
Мирзиёевым доступ к стратегическим ресурсам – урану, меди, редкоземельным металлам и энергетическим поставкам. Казахстан и Узбекистан вместе обеспечивают более половины мировой добычи урана, ресурса, критически важного для американской атомной энергетики, пишет Рейтер. Переговоры проходят на фоне обостряющейся конкуренции за огромные минеральные ресурсы Центральной Азии. Западные страны стремятся диверсифицировать цепочки поставок, уходя от Москвы и Пекина. В частности, США добиваются новых партнерств для обеспечения критически важных полезных ископаемых, энергоносителей и сухопутных торговых маршрутов, обходящих их геополитических соперников. В Праге политическая перестановка года. Кабинет премьер-министра Петра Фиалы, известного своей проукраинской позицией и критикой Москвы, официально подал в отставку. Решение утвердили на заседании правительства. По Конституции президент Петр Павел примет отставку, а министры временно продолжат исполнять обязанности до формирования нового кабинета. Тем временем бывший премьер и миллиардер Андрей Бабиш, лидер движения «ОНО», который недавно победил на выборах, по поручению президента уже ведет переговоры о создании следующего кабинета. Фиала же заявил, что его правительство передает страну в лучшем состоянии, чем 4 года назад. В то же время новый спикер Палаты депутатов парламента Чехии, лидер правопопулистской партии «Свобода и прямая демократия» Томио Акамура распорядился снять со здания палаты флаг Украины. Он лично держал стремянку, когда все происходило. Чешская республика, прежде всего, держите за нас кулаки. Спустя несколько часов после действий Акамуры часть чешских депутатов вновь вывесила флаг Украины на здании, но уже не один. Доверие утрачено. Скандал между Путиным и Лавровым, между Кремлем и МИДом РФ эскалация. Издание Moscow Times настаивает на том, что Лавров попал в немилость Путина. Причина – неудачный разговор главы МИД РФ с госсекретарем США Марко Рубио, после которого была перенесена или же сорвана встреча Трампа с Путиным в Будапеште. Российское издание «Коммерсант» акцентирует внимание на том, что Лавров даже не появился на знаковом заседании Совета Безопасности РФ, которое Путин провел 5 ноября. Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Среди присутствовавших не было только главы российского МИДа Сергея Лаврова. Информированные источники специального корреспондента Андрея Колесникова рассказали, что министр согласованно отсутствовал. Moscow Times пишет также, что Лавров не летит и в ЮАР на саммит G20. Одновременно Лавров потерял статус главы российской делегации на саммите G20. В этом году ее возглавит замруководитель администрации президента Максим Орешкин, сообщил в четверг пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. По его словам, решение о назначении Орешкина принял Путин. Отмечу, что последнее интервью Лаврова было на прошлой неделе. После МИД России публиковал лишь письменные заявления главы министерства. Отмечу также, что это не первое появление в прессе упоминание о том, что Кремль недоволен работой Лаврова в контексте несостоявшейся встречи в Будапеште. Однако ни сам Лавров, ни представитель МИД РФ Захарова официально эти публикации на момент записи выпуска не комментировали. Однако американская пресса, опираясь на данные источников из Белого дома, ранее писала, что новые переговоры между Москвой и Вашингтоном действительно застопорились после переговоров Рубио и Лаврова в конце октября. Лавров дал понять, что Россия не отступит от своих условий и не готова к прекращению огня. Именно этого требовал в последнее время Трамп. Тогда же сам президент США заявил, что не хочет тратить время впустую. Как считаете, пробежала ли между Путиным и Лавровым черная кошка? Друзья, оставьте свое мнение в комментариях. Будем следить за этой темой вместе. Может быть, МИД РФ прокомментирует публикации в прессе. Польша запускает всеобщие оборонные тренировки. 400 тысяч граждан готовят к кризисам и войне. Варшава решила серьезно взяться за нацбезопасность. Уже 22 ноября стартует масштабная программа всеобщей оборонной подготовки в готовности. Это крупнейшая инициатива в истории страны, где каждый поляк сможет пройти базовые курсы по обороне и выживанию. По словам вице-премьера и министра обороны Владислава Косиняка-Камыша, программа – это ответ на самые опасные времена со времен Второй мировой. Участников будут обучать, как действовать в кризисах, оказывать первую помощь, распознавать тревожные сигналы и защищаться как в реальном мире, так и в сети. Пилотный этап стартует в конце ноября и рассчитан на 25 тысяч человек. Курсы проходят по выходным, участие добровольное. На выбор 4 направления: основы безопасности, выживание, первая помощь и кибергигиена. Каждый гражданин Польши сможет воспользоваться этой возможностью, чтобы повысить свои навыки и квалификацию. Это урок патриотизма. Впереди День независимости. Мы будем вывешивать бело-красные флаги, петь гимн, участвовать в торжествах. Но настоящая ответственность за Родину – это готовность защищать польское государство на каждом уровне и в каждом месте, где это потребуется.
И напоследок традиционно не о войне и политике, а о других проблемах в мире. Солнечная кастрюля для приготовления еды – ноу-хау по-мексикански. На юге этой страны, где летом жара под 40 градусов, а зимой на улице не меньше плюс 20, местное население активно отказывается от использования газовых плит и печей на дровах. Вместо этого женщины готовят пищу в специальных, похожих на большую кастрюлю, устройствах. Внутри каждого такого устройства светоотражающие панели. Хозяйке остается выставить гаджет на самое солнечное место и поставить внутрь, к примеру, обычную сковородку и пожарить яйца. Стоимость солнечных плит от 43 до 65 долларов. Обычно еда после готовки имеет другой вкус, но в этих кастрюлях не так, потому что дым отсутствует. Когда мы готовим, нам приходится постоянно проверять, все ли в порядке с дровами, не нужно ли их добавить, а это занимает время, и мы используем больше дров. Но с солнечными кастрюлями все проще. Друзья, спасибо за просмотр. Не забудьте поддержать мою работу лайком, подпиской и комментарием. До встречи уже завтра.